Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу сумочку для телефона из остатков пряжи. Использую очень стильный и модный плечевой ремень. Но если пряжа у вас хорошо с запасом, можно связать ремешок из того же цвета рафии. Моя сумочка связана интересным и необычным узором. В то же время он очень простой. Подробно показываю, рассказываю, как вяжется донышко, вяжем высоту узора, высоту изделия и соединяем на каждом этапе ряды незаметно, то есть изнаночной лицевой части у изделия нет, все очень ровно и гармонично. Моя сумка связана в дополнение к шоперу из рафии. Ссылку на вязание этого изделия также оставляю в описании. Здесь другой узор. Хочу обратить ваше внимание, что прекрасно будет смотреться в любом размере изделия как из этого узора, так и в этом исполнении. Все необходимые ссылки оставляю в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Далее мне потребуется 14 воздушных петель. Теперь переворачиваю цепочку из воздушных петель. Здесь относительно каждой петли есть задняя перемычка. Первую петлю я пропускаю, она уходит на петлю подъема. Во вторую точку в заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Далее то же самое, провязываю в каждую точку по одному столбику. У меня провязано 12 столбиков, и в 13-ю точку я провязываю сразу 3 столбика, для того, чтобы повернуть на противоположную сторону. Вязание будет по кругу. Первый, второй, подхватываю край начала в полотно, третий. Далее вставляю крючок напротив каждого столбика по прямому ряду и провязываю столбики без накида. Соответственно, крючок входит за обе дужки кромочной косы. Так вяжу до начала ряда. После поворотной точки, в которую я провязала сразу 3 столбика, провязано еще 12, как и по противоположной стороне. Здесь у меня остается подъемная петля, в нее провязываю 3 столбика, точно так же, как и по другому повороту. Это последний столбик ряда. Вытягиваю нить немножко больше. Вставляю крючок под первую кромочную косу. Обращаю ваше внимание, она сразу за первым столбиком ряда. Не перепутать с вот этой точкой, иначе съедет количество петель и рядов. Вставляю и увожу петлю наизнанку. Вынимаю крючок. Теперь нужно вставить крючок в соединение. Расстояние между последним и первым столбиком. Далее подхватить петлю и с помощью рабочей нити вывожу следующий столбик нового ряда. Готово. Вот так это выглядит. Далее вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и вяжу столбики до первого поворота второго ряда. В одну точку 1 столбик. На первом повороте в каждую из 3 петель нужно провязать по 2 за обе дужки. Первый столбик в одну точку и второй столбик в одну точку. Следующая точка, она на вершине поворота. Первый столбик и сюда же второй. И последняя точка поворота, в нее также 2 столбика без накида. Из 3 петель получаем 6. Вяжем до следующего поворота.
Здесь то же самое, 3 петли, которые вышли из одной точки, в каждую из них провязываю по 2 столбика. Первая петля 2 столбика, вторая петля 2 столбика и третья петля 2 столбика. Ряд закончился. Если вы вяжете изделие большего размера, просто продолжаете провязывать на поворотах по 3 или по 4 добавления, если изделие очень большое, потому что сейчас немножко начнут подкручиваться стенки. Соединяю точно так же. Нахожу первую кромочную петлю, она сразу после первого столбика, увожу петлю наизнанку. Далее вынимаю крючок, вставляю его в соединительную точку и, подхватывая петлю, формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Сейчас у меня в круг 36 петель. Для моего узора кратность петель должна быть на 3. То есть количество петель в круг должно ровно делиться на 3. Следующие пару рядов я вяжу без добавлений, чтобы стенки пошли вверх. Моя сумочка небольшого размера, это заложит основание изделия. Но также на этом этапе сразу можно изделие отпарить, потому что потом сложно будет подлезть, чтобы отпарить именно донышко. Итак, отпариваю и навязываю еще 2 ряда по 36 петель. У меня провязано 4 ряда. 2 ряда после добавлений. Здесь сейчас выхожу на вязание нового ряда и поднимаюсь на высоту столбика с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Далее накид, в эту же точку вставляю крючок, провязываю столбик с одним накидом. И накид, в эту же точку провязываю столбик с одним накидом. Первый ряд узора будет провязан пучками по 3 столбика с одним накидом из одной точки. Далее накид, пропускаю 2 точки, в третью провязываю 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Готово. И так далее по кругу. Накид, 2 точки пропускаю, в третью 3 столбика. У меня 36 петель, соответственно 12 пучков провяжется и круг замкнется. У меня провязано 12 пучков. Здесь делаю соединение рядов. Вынимаю крючок, нахожу первую кромочную косу, она находится сразу после первого столбика, увожу петлю наизнанку. Здесь с помощью рабочей нити сразу фиксирую петлю, провязываю воздушную, достаточно свободно. Теперь накид. Вставляю крючок в следующее окошко. Здесь у меня пучок из 3 столбиков. Сюда вставляю крючок. Достаточно свободно вытягиваю высоту столбика и провязываю столбик с одним накидом. Готово. Теперь накид. Возвращаюсь в предыдущее окошко. Провязываю столбик не до конца, только наполовину, еще накид в это же окошко, достаточно свободно, не до конца, у меня на крючке 3 петли, провязываю их вместе. Далее закрепляю воздушный. Получилось вот так перекрещено вокруг пучка предыдущего ряда 3 столбика текущего ряда. Снова накид. Пропускаю окошко, в следующее вставляю крючок, достаточно свободно провязываю столбик с одним накидом. Накид, возвращаюсь в предыдущее окошко, вытягиваю, провязываю столбик не до конца, еще накид, еще один столбик в предыдущее окошко не до конца. 3 петли на крючке вместе, воздушная. Так далее, вокруг каждого пучка провяжется комбинация из 3 столбиков крест-накрест. Вперед 1 столбик,
назад 2. Снова то же самое, вяжу до конца ряда. У меня заканчивается второй ряд узора. Здесь я провязываю столбик в уже задействованное окошко в начале ряда. Накид, столбик с одним накидом. Теперь точно так же накид и возвращаюсь в предыдущее окошко. Первый накид, второй столбик в это окошко. И все два столбика вместе воздушная петля. Здесь соединение ряда. Вынимаю крючок, нахожу первую кромочную петлю ряда, увожу эту петлю наизнанку. Оставляю петлю как есть, делаю накид с помощью рабочей нити. Далее ввожу крючок в окошко, подхватываю петлю и формирую основание первого столбика следующего ряда. Основание 2 воздушные. Здесь накид, в эту же точку еще 2 столбика с одним накидом. Ряды будут чередоваться. Ряд пучками и ряд перекрещенными пучками. Вот у меня готов пучок на следующий ряд. Этот ряд вяжется как первый ряд по узору. Здесь накид, и в следующее окошко снова 3 столбика с одним накидом. Так продолжаю, чередуя ряды на необходимую глубину изделия. У меня провязано 7 рядов узора, количество нечетное, но глубины мне уже достаточно. На этом этапе размеры изделия 16 сантиметров на 13 сантиметров. Я перехожу на ряд столбиками без накида, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю в каждую точку 1 столбик. Здесь у меня сохраняется количество петель, как в самом начале, 36 столбиков в ряд. Завершающий ряд подошел к концу, вытягиваю нить, вставляю в первую кромочную косу и увожу ее наизнанку. Далее возвращаю в исходную точку. Прячу внутри сумочки. На все изделие у меня ушло около 70 метров рафии. 13 сантиметров ширина и 17 глубина. Я добавила плечевой ремень, который отлично сочетается с ручками моей пляжной сумки. Обратите внимание, что изделия связаны из одного материала, использована фурнитура одного цвета, но узоры совершенно разные. Я оставляю ссылку на вязание большого шопера из рафии в описании. Выбирайте узор и вяжите сет сумок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!